Все пойдет не по плану. Что же произойдет? Давайте посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, вот мне идет информация, что касательно вашего прошлого. Я думаю, многие из вас не хотели бы вспоминать некоторые моменты, которые связаны вот с вашим прошлым и с вашими прошлыми отношениями с вашей женщиной. Есть много обид, есть много разочарований, да, из-за этого некое такое, может быть, не очень хорошее отношение вообще ко всему женскому полу тоже может проиграться. Может даже такое воинственное настроение в адрес женщин. Можете одновременно с этим, да, и как-то даже вот вроде бы и напряг вызывает ваше прошлое, но в то же время вы как-то вот ностальгируете, что ли, да, вспоминая хорошие моменты, как когда-то было хорошо, да, ну то есть микс такой, вот у вас может быть даже хаос в душе, потому что разные эмоции вызывает, но прошлое вы все-таки не можете отпустить, и как бы вам тяжело не было, все-таки пытаетесь бороться сами с собой. Даже, может быть, кто-то из вас пытается вот какими-то практиками заниматься, да, вот психологией, либо еще чем-то, чтобы просто, ну, отрубить, отсечь прошлое, как-то вообще избавиться даже на мысленном уровне. У вас были крутые перемены в жизни, причем такая трансформация в вашей жизни, но опять-таки независимо от этой трансформации, прошлое, прошлое, прошлое. Постоянно идет информация про прошлое, про те ваши обиды и про ту вашу любовь, которая закончилась. Здесь есть момент обманутых надежд, здесь есть неверие в то, что еще когда-нибудь сможете также полюбить. И здесь есть неверие, ну, в свои силы. Может быть, у кого-то это могут быть опущенные руки, да, не хочется ничего делать, не хочется искать новые отношения, не хочется вообще как-то суетиться. Можете, вот знаете, ну реально на самотек пустить свою жизнь, вот как идет, так и идет. Кто-то сейчас может даже, ну, либо же приболеть, можете быть в больничке даже. Далее, что еще о вас нужно знать? Стали более закрытым. Может быть, вы и раньше были не совсем открытый человек, вы могли не особо делиться какими-то своими делами, заботами, хлопотами. А сейчас еще можете стать более закрытым, ну, в силу тех жизненных ударов, которые вы получили. Больше стали... Я не скажу, что это более агрессивной вы стали, но скорее, может быть, более вспыльчивый, да. Здесь могут проигрываться проблемы с нервной системой, с психикой. Здесь могут быть, ну, даже какие-то такие, ну, не то чтобы наваждения, но какие-то навязчивые мысли, навязчивые идеи. Но опять же, это связано все с психикой. Давайте сделаем маленький опрос как раз по поводу этого. Напишите, ребят, в комментариях, все пишите, есть ли у вас какие-то, ну, действительно навязчивые мысли, да, либо же, ну, какие-то страхи, да, вот, ну, все, то есть то, что я перечислила. Может быть, вы стали более вспыльчивой. Вот как изменилось ваше самоощущение в последнее время? Пишите, обязательно очень интересно почитать. У вас очень хорошая интуиция, вы классно чувствуете людей, и это вам помогает по жизни и порой даже спасало из разных жизненных ситуаций. И в трудностях от какой-то беды вас спасала ваша интуиция. Поэтому, в общем-то, продолжайте в том же духе. Как-то много очень жизненных невзгод вообще по жизни на вашу голову. Вот как будто, так знаете, как будто вы идете какую-то, проходите отработку.
Вот проходите отработку, но мне здесь показано, что вы отрабатываете за своих предков. Вы отрабатываете грехи своих предков. Мы не будем углубляться сильно в эту тему сейчас, но те все тяготы, вот все, что вы мужественно несете на своей спине, так скажем, да, это все идет ваша отработка. Вы человек, который не боится работы, и, возможно, даже вы, ну, по своей работе, связанной с физической нагрузкой, вы можете довольно много и тяжело работать. Причем это может быть не только на работе, это может быть у кого частный дом, да, вы можете много работать на земле, там в огороде, где угодно, но вот как-то ближе к земле много работы еще идет. Вы человек, который, несмотря на эти все тяготы, вот вы пытаетесь все равно бороться с собой и оставаться человеком. Вот человеком с большой буквы. Хотя да, хотя может быть не таким вот уже лояльным, более вспыльчивым. Оставаться человеком, который может дать отпор, который стал более таким колким, да, но все равно вот все человеческое, все те, ну, такие, скажем, качества порядочности, да, какой-то вот верности, стабильности, это, ну, ваш такой большой-большой конек. Итак, давайте-ка, мои хорошие, посмотрим, что же у вас пойдет не по плану. Я буду разные ситуации говорить, рассказывать, а вы переворачивайте под себя, кому что подходит. Итак, что же у вас может пойти не по плану? Смотрите, у кого-то из вас неожиданно появится непонятно откуда, хоть и заморский дядюшка пришлет вам наследство, да, так сказать, и смех, и грех. То есть появится какая-то большая сумма денег, непредвиденно. У кого-то это может быть, я не знаю, там большая премия, у кого-то действительно неожиданно наследство может появиться, да, ну то есть это какая-то непредвиденная такая сумма, ну про которую вы даже не думали, не рассчитывали. И в тот же момент мне говорят, что будьте осторожны с деньгами, особенно те, кто хочет куда-то вложить деньги. Может быть, вы хотите там, я не знаю, либо взять ипотеку, либо у кого-то одолжить, либо же хотите с кем-то там дело одно начать. Здесь идет момент предательства, здесь идет момент вранья. Поэтому все ваши финансовые операции очень хорошо продумайте, обмозгуйте. Если вы, допустим, на депозит ложите деньги, тоже хорошенечко продумайте, насколько это вам будет выгодно, чтобы не прогорели ваши деньги, да, чтобы не было потом переживаний. Плюс еще мне показано, может кто-то из вас напороться на мошенников. Это может касаться моментов купли-продажи, да, может быть, вы что-то продаете, неважно, это недвижимость, либо еще что-то. Просто будьте бдительны к деньгам. Можете, ну, прям под носом, как говорится, да, вам могут либо же какую-то фальшивую купюру подсунуть, либо еще что-то где-то, документы липовые, ну, то есть могут что-то смахлевать, обмануть, будьте бдительны. Далее, те из вас, которые, ну, совсем уж поставили крест на личной жизни, кто ни во что не верит, уже все, как бы считает, жизнь закончилась, да. Так вот, я вам скажу, как бы вы ни сопротивлялись, но все пойдет не по вашим планам, и у вас впереди идет новая любовь. Хочется вам этого, не хочется, причем это будет судьбоносная встреча, судьбоносная любовь, и когда вы повстречаете эту женщину, вы поймете, что вы не захотите ее терять. Она будет другая. Она будет выделяться, она будет не такая, как все. Она будет очень добрая, человечная. В ней будут такие качества, которые вот вы заметите очень сразу. Помимо ее внешней такой красоты, да, привлекательности, у нее будет потрясающая внутренняя привлекательность. А для вас это, ну, я думаю, это намного важнее. В общем, вы любитесь как мальчишка. Поэтому, мои дорогие, кто даже не думает, не гадает, и вообще говорят, все женщины это зло,
Вот в это зло вы как раз и влюбитесь, мои хорошие. Далее, что еще у вас может пойти не по плану? Что же у вас произойдет? Ну, любовь, ну все вокруг любви. Начинаете жизнь с чистого листа. У кого-то из вас, но это скорее может даже проиграться не обязательно те, кто войдет в новые отношения. Это может проиграться и у тех, у кого уже, допустим, вы сейчас начали отношения, может быть, уже даже проживаете вместе. Вы, в принципе, как-то вот, ну, особо не заморачивайтесь. Есть роспись, нету, да. Ну, как-то для вас важно вот именно быть с человеком вместе, да? Для вас этого уже достаточно, когда ты находишься с любимым человеком. Поэтому брак, а тем более венчание как-то, ну, вообще не входит в ваши планы. Но я вам скажу, что все-таки нежданно-негаданно жизнь поменяется в другую сторону, и вы все-таки женитесь, возможно, даже кто-то венчается. Причем это будет не из-под палки, это будет очень добровольно, либо же это будет разговор какой-то ваш такой задушевный. У кого-то может быть даже такое внутреннее желание, потому что очень четко прочувствуете, что это ваша женщина. Это будет какая-то ситуация, когда вы сами для себя четко поймете, что да, вот на такой женщине я готов жениться. Хотя, как я уже говорила, в ваши планы женитьба, может быть, даже не входила. Но, тем не менее. Далее. У кого-то из вас еще может ваша женщина, вот если вы, допустим, в новых отношениях, возможно, для вас станет сюрпризом. Кстати, еще это может быть причиной, почему вам придется жениться, да, но это такая радостная причина, потому что женщина может сказать, что она беременна. Поэтому, ребята, смотрите, кто хочет лялечку, кто не хочет, будьте бдительны, потому что это может быть тоже один из вариантов, почему вам придется жениться, но опять же, это будет не из-под палки, даже если женщина беременная, потому что вы будете только рады, только позитивные эмоции будут вызывать все эти важные такие новости. Что еще пойдет не по плану? Смотрите, у кого-то из вас, у кого, может быть, есть какая-то, либо болезнь, да, проблемы по здоровью, здесь могут, либо уже поставили какой-то не очень хороший диагноз, либо тяжелый диагноз, да, здесь могли быть у вас моменты отчаяния, моменты, когда уже, все, вы поставили на своей жизни крест, да, что все, чуть ли не туда, к праотцам уже. Но я вам скажу, что нет, ситуация начнет меняться, вы найдете либо же какого-то другого доктора, пойдете на консультацию, может быть, даже пойдете куда-то к каким-то знахарям, да, вот, есть такие сильные люди, хоть не все в это верят, но ваша болезнь начнет отступать. Да, это будет длительный процесс, да, это будет дорогостоящий процесс, но тем не менее болезнь будет отступать. То есть туда к праотцам даже не планируйте идти, еще время ваше не пришло. Далее, что еще пойдет не по плану? Касательно работы, смотрите. Те из вас, которые, может быть, ищут работу, либо хотят, вернее, ищут, искали работу, но все как-то либо не получалось. Может быть, все, что вам попадалось, все вакансии, которые были, они вас не устраивали, они вам не нравились, да, либо же зарплата не нравилась. Так вот, я вам скажу, что ситуация в скором времени кардинально поменяется. Причем поможет какой-то мужчина, возможно, посоветует работу, может быть, это работодатель, да, вот с кем-то вы познакомитесь, человек довольно такую высокооплачиваемую работу вам предложит, то есть кардинально поменяете, может быть, даже свою специфику работы, может быть, специальность кто-то поменяет, может быть, придется немножко даже переучиться. Но, тем не менее, у вас будет очень достойная, а главное, высокооплачиваемая работа. Далее, те из вас, которые, либо уже, может быть, на сегодняшний день вы понимаете, что есть какое-то магическое воздействие на вас,
Может быть, вам кто-то скажет, да, может быть, вы захотите диагностику сделать, и вам скажут, что вот нужна чистка, то-то и то-то на вас есть, да. Однозначно здесь будет чистка, здесь будет избавление от магического воздействия и постепенное улучшение вашей жизни. Хотя, может быть, вы уже и пробовали куда-то обращаться к каким-то специалистам, но либо же не было результата, либо же вы не обращались, ну, как бы не особо в это верите, да, но на себе-то ощущаете последствия магии. Поэтому есть среди вас и скептики, но после того, как вы пройдете чистку, да, вы почувствуете и свое такое самоощущение совершенно другое, поменяется ваш внутренний мир, будете, ну, как бы переполнены энергией, и плюс события в вашей жизни начнут складываться довольно позитивно. Ну, это у кого есть магическое воздействие, то это применительно к вам. Ну и давайте еще напоследочек, что еще пойдет не по плану. Те из вас, которые зарекались, никогда не будет у меня романов, никогда не будет у меня любовниц. Смотрите, у вас будет женщина, женщина-огонь. Женщина очень страстная, женщина очень любящая кекс, женщина, которая очень быстро подружится с вашим Бобиком. Ну, в принципе, он тоже будет ею доволен, будет много интима. Будете порой, может быть, даже удивляться, откуда берутся силы, как я это все выдерживаю. Но женщина действительно заводная, женщина такая огонь, женщина искринка. Ну, девчонка-зажигалка, я обычно таких называю. Поэтому те, кто зарекались, что да чтобы я, да никогда, да только серьезно, вот она вас, может быть, своим запалом, такой вот искринкой, она вас и возьмет. И вы даже не будете задумываться, что там будет дальше. Вот вам будет хорошо в моменте с ней. Я уже не говорю про потрясающий, яркий, острый, такой активный интим, которого, может быть, у вас уже давненько не было, а может быть, вообще никогда не было такого. Поэтому никогда не говори никогда, это 100%. Поэтому, мои дорогие, еще вам скажу, те, кто свесил лапки, кто сейчас, может быть, в грусти, в печали, у вас начнется вообще как-то очень активная жизнь. Начнется суета, начнутся заботы, прибавится каких-то, может быть, хлопот. Но это будут скорее такие больше бытовые, может быть, рабочие моменты. Ну, то есть жизнь начнет кипеть, бурлить, и скучать вам точно будет некогда. Залеживаться на диване, засиживаться дома, ну, вам точно будет уже как-то и скучно, и неинтересно, потому что жизнь вас развернет на 180 градусов. Хотя, может быть, в ваши планы это и не входило. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!